Друзья, привет всем, кто изучает русский язык по коротким рассказам на канале Rustories. Меня зовут Андрей, а сегодняшний рассказ называется «Шаолинь». Итак, поехали. До Шаолиня у меня все было обычно. Я работал в офисе и даже был начальником отдела. Но к 25 годам я задавался вопросом: и что потом? Что дальше? Зачем все это? Получу ли я удовольствие, когда достигну того, к чему, мне кажется, нужно идти? Когда я не смог ответить себе на мои вопросы, я понял, что хочу сделать что-то важное. Найти свой путь. И я решил поехать в Китай. Если вы не бывали в Китае, то что знаете про него? Скорее всего, вы слышали про китайскую медицину, китайский чай и китайские боевые искусства. Чай я не люблю, медицины боюсь. Поэтому я решил попробовать боевые искусства. С этим я, по крайней мере, был знаком. Я смотрел все фильмы с Брюсом Ли. А еще когда-то ребенком я пару лет ходил на дзюдо. Я не бывал раньше в Китае и не говорил по-китайски. И вот я собрался в страну, где вообще все по-другому. Но меня это не пугало. Я думал, что легко найду мастера, который хотя бы чуть-чуть говорит на английском. И я был уверен, что этот мастер будет не прочь заработать на иностранца. А пока я пошел на курс кунг-фу в Москве. Российские учителя кунг-фу меня разочаровали. Они были скорее обычные тренеры, а не мастера. А мне нужно было познакомиться с культурой, а не только научиться, как кулаками и ногами махать. Поэтому, хотя я нашел в Москве российского учителя и записался на вводный курс, все это время искал другого мастера, но уже в Китае. Когда нашел, поехал к нему на 2 недели и остался еще на 2 месяца, а затем еще на полгода. А потом поехал вместе с его учениками на летний выезд в Шаолинь. Так я туда и попал. В шаолиньских трактатах написано: ученик должен начинать тренировки на рассвете, а заканчивать на закате. Поэтому в монастыре мы поднимаемся за полчаса до рассвета, умываемся, начинаем пробежку и видим, как восходит солнце. Последняя тренировка на закате. Большое отличие от европейского подхода – это то, что мы тренируем не движение удара или блока, силу, ловкость, скорость или устойчивость. Мы тренируем все в комплексе. Нельзя сказать, что я что-то тренировал, а другое не тренировал. В шаолиньском кунг-фу такого нет. Там все вместе. Я тренирую свое тело. Тело становится готовым к любой ситуации. Например, благодаря стойкам я стал хорошо чувствовать землю.
научился стоять ровно. На одной ноге, на двух, на руках. Неважно. Всего в течение дня у нас 4 тренировки. Это очень похоже на распорядок дня профессиональных спортсменов. Мы обедаем в столовой. Пища в целом вегетарианская, но запрета на мясо нет. Есть китайцы, которые едят мясо, а есть европейцы, которые его не едят. Но говорят, что лучше не есть мясо. Существуют неписанные правила, которые нужно соблюдать. Например, нельзя драться, нельзя мальчикам с девочками проводить время наедине, нельзя опаздывать, нельзя оставлять еду в тарелке, нельзя ослушаться мастера. Шаолинь – это часть культурного кода Китая. Это действительно священное место для всех китайцев. Китайцы относятся с большим уважением к людям, которые занимаются шаолиньским боевым искусством. Это видно потому, как китайцы реагируют, узнав, что я занимаюсь шаолиньским кунг-фу. Это восхищает их до возгласов. Они очень радуются и тому, что кто-то изучает их культуру, и тому, что иностранцы достигают каких-то высот и тренируются так много. Я начал заниматься кунг-фу в 25 лет. В России мне часто говорили, что это поздно. Но я не понимаю, почему людей так волнует вопрос о возрасте. В кунг-фу, да и вообще в китайских боевых искусствах можно начать заниматься в любом возрасте, но результат будет не олимпийский. Но секрет в том, что в китайских боевых искусствах и нет такого понятия, как олимпийский результат. Есть результат для самого себя. Ты раскрываешь свое мастерство не на соревновании, а раскрываешь мастерство в самом себе. Иногда меня спрашивают про конечный результат. Вы знаете, какой конечный результат у дождя? Думаю, наш западный менталитет иногда сильно мешает нам понимать простые вещи. Друзья, вот такой рассказ. Очень надеюсь, что он вам понравился. А у меня на сегодня все. Учите русский язык с каналом Русториас. До встречи в следующих выпусках. Огромной вам удачи и пока!